Маленькие стыдливые нацисты. Татуировку со свастикой сделаю, но родителям скажу, что это просто символ солнца. Этими мальчиками 4-й год размахивает как флагом российская пропаганда. В Украине поднимает голову фашизм. Кто такие одесские неонацисты и сколько их, смотрите прямо сейчас. Новая политическая сила улицы – нацкорпус. Молодые ребята в брендированных футболках. Вот они под Верховной Радой забрасывают полицию дымовухами. Вот требуют чего-то под Приморским судом в Одессе. Вот на фонтане. Вместе до конца! Слава Украине! Героям слава нации! Смерть ворогам! Украина! Вроде как обычные украинские националисты, но очень странные. Украинские у них только кричалки. Друг с другом говорят исключительно по-русски. Нацкорпус – новая партия, появилась в декабре 2016 года. До того существовала как общественная организация при полке Нацгвардии Азов. А вот их символ. Это так называемый Вольфсангель – волчий крюк. Второй по распространенности после свастики символ в нацистской геральдике. Вот он на гербе 2-й танковой дивизии СС Das Reich. А вот это символ, идея нации, символ украинских социал-националистов. Горизонтальный, зеркально перевернутый Вольфсангель. А вот он же на эмблеме полка Азов, который и породил партию «Национальный корпус». Учитывая множество российских высказываний лидеров Азова, символ идеи нации, как и изображенное за ним оккультное черное солнце в эмблеме Азова, стоит рассматривать как выражение неонацистского идеологического вектора руководства полка, а не как знаки, что лишь случайно напоминают правоэкстремистскую символику других стран и периодов. Да не бросай, тебе говорят. Ну зачем ты бросаешь? Он не бросал, он не будет бросать. Не задерживайте. Наших тоже. Задерживаю. Давайте внимательно присмотримся к татуировкам, благо они здесь почти у каждого. Круговой узор на локте – то самое черное солнце. Его любили наци-оккультисты. Вот оно же в зале оберштурмбанфюреров в замке Вевельсбург. Вот свастика, вплетенная в геометрический узор. Вот двойная руна ЗИГ, СС. Официальная идеология партии – социал-национализм. Звучит очень похоже на гитлеровский национал-социализм, правда? Так в чем же разница? Никакой разницы. Переставление, просто упор немножко делается больше на социальную составляющую. Одесский политолог Геннадий Чижов подчеркивает, классических нацистов в Украине нет, вымерли. Те, кто называют себя национал-социалистами, это уже нечто совершенно новое, но все равно мерзкое. Неонацизм – это интересное явление, которое является таким своеобразным гибридным новым понятием, позволяющим нажимать на интересные точки психологические в сознании человека, в мифологическом сознании человека и разрушать те или иные стереотипы с помощью таких психовирусных атак. Когда можно заставить человека подумать, что это было только что черное, теперь оно уже белое, и наоборот. Нацистская символика очень эклектична по самой своей природе. Вольфсангель происходит из средневековой немецкой геральдики. Черное солнце придумали европейские оккультисты в 19 веке. Сдвоенные молнии СС нарисовал эсэсовский дизайнер за 2,5 марки на основании рунического алфавита. Свастика – древний индийский символ солнца. Случайно использовать именно весь этот комплект символов никак нельзя. Они из разных культур. Так что, если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, скорее всего, это именно утка и есть. Попробуем расспросить о наци-татуировках самих членов нацкорпуса. Тихий, бедный двор на Канатной. В углу двора вход в подвал, ни вывески, ни таблички. Но это здесь. День добрый. А здесь нацкорпус. Добрый день, ребят. Я журналист, 7-й канал. А есть кто-то из взрослых? В тесном подвальчике мешки с воздушными шариками, свернутые флаги. В полумраке полдюжины подростков и Сережа, похож на студента-первокурсника. Старших все-таки нет, приехать не хотят. Придется работать с тем, что есть. Я посмотрел вот внимательно видосы с вашей акции, которая была на Каманилах. Да. Перед этим вы еще на Лагуну ходили, да? Да, конечно.
У вас очень много ребят с нацистскими татуировками. Что это за ребята? Нацистский татуировки. Да, это свастики. Что значит СС свастика? Конкретно. Ну, конкретно надпись СС у человека на плече. Ну, я не видел таких ребят. У нас таких нет. У вас таких нет? Ну, смотрите, идеология организации украинского национализма. Это уже неправда. Среди украинских националистов немного людей, которые говорят на русском. Посмотрим на татуировки. Что вы тут видите нацистский? Это не СС, по-вашему? Что такое СС? Среди историков образования. Символ, который имеет славянское происхождение. Это руны славянского происхождения? Правда? Ну, это ваши ребята или какие-то подставные? Ваши. Все отрицать. Молодые люди ведут себя вполне предсказуемо. Ничего уникального. Неонацизм в современной Европе – обычное дело. И в этом смысле Украина мало чем отличается от той же Германии. Конечно же, неонацизм в Европе является запрещенным течением и всячески преследуется властями европейских стран. Но сама проблема, она существует, она есть в подкорке общественного сознания. Несмотря на то, что в общем общественное мнение, оно радикально против таких шовинистических настроений, но такие настроения есть. Политолог-международник Михаил Кацин не знаком с украинскими неонацистами, но хорошо знает, как обстоят дела в Евросоюзе. Неонацисты никогда не признают себя таковыми публично. Ярко выраженные нацисты, неонацисты, они маскируются, и они не проявляют так явно своих идеологических предпочтений. В Европе, вот так же точно, как и в нашей стране, и в любой стране современно-демократической, быть вот представителем этого течения – это не модно, это не в политическом тренде. Именно поэтому мы видим определенное стеснение. Скажите, пожалуйста, это тоже славянская символика? Что вам не так? Это тоже славянская символика? Да, еще вам не нравится пришли. А мне даже нравится. А сколько вам заплатили, ребят? Люди пытаются за счет своего слабого внутреннего духа причаститься, наверное, к более сильному, тому, кто стоит за спиной. И тот сильный, как правило, не может манипулировать, как бы поставив тебе клеймо или ярлык, что ты вот уже наш. Тебе трудно вырваться с этого замкнутого круга, как говорится, вход рубль, выход 2. Чем дальше, тем правее. Ни правый сектор, ни свобода не смогли зайти в парламент как партии. На смену им идут новые ультраправые. Представляют ли неонацисты из нацкорпуса угрозу общественной безопасности? Пока только по мелочи. Актив одесского филиала чуть больше 30 человек. Они стыдливы и они прячутся. Много пиара из ничего? Не совсем. Впервые в истории Украины настоящая неонацистская партия получила официальную регистрацию и право участвовать в выборах. Праворадикальные партии сейчас не способны преодолеть проходной барьер, но они очень этого хотят.